Что, ну прям с пивом будем? А я не афиширую, что я пью. Значит, это реквизит. Это реквизит, да, конечно. Добрый вечер. С вами, как обычно, Самуйский сплетник. Мы тут с новостями и даже немножко со старостями. Все новости просроченные, уже не актуальны. Да и похуй, ну интересно, главное, чтобы интересно. Главное, чтобы вам не плохо было. Мы теперь, дяди, занятые, еле находим время, чтобы записывать новые выпуски. За эти пару месяцев на острове произошло много чего нового. За пару месяцев? Да, нас не было пару месяцев. Не, мы были, Мы были не с вами. не тут. Теперь мы с вами. Лидия Рудковская, also known as LR, попала в тайский blacklist. Слушай, ну а почему она в блоклист попала? Официальная версия LR — это то, что она добавила русское матерное слово перед упоминанием тайских бат. Мы не будем произносить это словосочетание на всякий случай. Не-не-не. Вторая версия, что у нее просто было много штампиков. Не, Да. точно нет, потому что ребят просто на Пхукете разворачивают и все. То есть человек попал в блэк-лист Таиланда на 99 лет из-за того, что она употребила матерное слово перед словом баты. Этот трилс собрал у нее там сколько, по 2 миллиона, по-моему. Это еще один пример того, что не надо негатив выносить куда-то вовне, потому что а хрен его знает. Всегда может аукнуться. Вот хорошее говорите всем. Соски тоже показывайте всем. Соски до сих пор висят, и очень даже классный видос. А сколько там лямов? Тоже там порядка 2 лямов. Ну, видимо, классные соски. С вами экстренный выпуск Самуйского сплетника. И это настоящие новости. Добрый день. В райцентре у Паши местный пес угнал кроссовок. Ведутся поиски поганца. А поганец — это кроссовок или пес? Просто забавно, если как бы называть свой тапок поганцем. А второй, наверное, мразь. Я бы так детей назвал. Будь добр, если у тебя будет ребенок, назови его Артемом. Не, я думал Артемович его назвать, чтобы он был Артемович. Артемович. У меня угнали тапок тоже, да. Если кто-то видел черный тапок, самый обыкновенный, в районе Ломаю, где мусорная свалка, там, вот, пожалуйста, дайте знать. Авось найдем. Говоря о пропавших вещах, у нас есть вот такая замечательная рубашка. У нас иногда бывают гости, и, возможно, кто-то оставил, мы спрашивали почти всех. Но никто ничего не сказал. Это ваш последний шанс, после чего эта рубашка перейдет во владение Артема Артемовича. Ну, смотрите, как это круто. Я сегодня на свадьбе долгий. Ну, что это за красота? Считай жених. Блин, хорошо, что я ногти на ногах сегодня подстриг. Ну, то есть я подстриг ногти на ногах, сразу увереннее стал. У нашего дорогого товарища Александра Иисусова кошка окатилась, и теперь у него много-много-много-много котят, которые очень хотят попасть в добрые руки. Александр очень просил меня записать это в Самуйский сплетник, чтобы наконец-то хоть кто-то нашелся. Пожалуйста, Заберите посмотрите, котят. вот они вот тут, они такие прекрасные, они очень милые. Если вам нужен котенок, есть котята и Юра. Мяу. И можно на жалость надавить. Вы их последний шанс. Если вы не возьмете котенка, возможно, он никогда не будет взят вами. Буйную кису в лайбрери наконец-то Ты пока то проговори, стерилизовали. Подожди. Стерилизовали. Стерилизовали. Буйную кису в лайбрери. Сука, я теперь на другом слове ошибаюсь. Буйную кису в лайбрери стерилизовали. Впрочем, это не изменило ее скверный характер. Похоже, ее нужно еще больше накуривать. Вы что, там кошку накуриваете? Может, поэтому она такая ебанутая? К новостям Самуйского сплетника. Я уже 2,5 месяца не курю траву. Все. На Пангане успел пожить немалоизвестный Ганвест, который там фа-фа, п-п, шне-не. И у одного из наших близких товарищей был шанс попробовать тройничок с этим персонажем.
к сожалению, что-то не срослось, и тройничка не случилось. Блин, я как-то думал, что, по сути, Ганвест — это черный квадрат от мира музыки. Что сделал Малевич? Когда там был кубизм, да, Малевич просто пришел и сказал: ребята, давайте я сделаю всю работу за вас, я упрощу все до максимума и сделаю самое простое, что можно сделать. И нарисовал черный квадрат. Мне кажется, Ганвест пошел тем же путем. Он сразу как бы копнул до дна, сразу сделал максимальное днище. Теперь как бы людям есть от чего оттолкнуться и расти ввысь. Вот, потому что, ну, я шлюха и моя подруга тоже шлюх. Поговорим о Пангане. Там прошло несколько очень масштабных рейдов. И были задержаны ребята с килограммами различных наркотиков. Будь то канадец, который сваливал все на нигерийца, или хозяин одного из местных ресторанов, который банчил из-под полы. Небольшой совет: не продавайте наркотики из-под полы в своих ресторанах. Говоря о сроках, если вы помните, был такой Гео Баксы, трэш-блогер, который там начудил много непотребств. Чувака не просто депортируют, я как понимаю, его посадили на год. Теперь у него есть достаточное количество времени, чтобы подумать о своем поведении. Слушай, ну год — это приемлемо на самом деле. Я не желаю никому зла, но человек должен задуматься о том, правильную ли жизнь он живет. Я думаю, что ебать шлюху в кузове пикапа на скорости 80 км в час посреди дороги — это не самый достойный поступок. Вы, наверное, помните, что мы достаточно долго собирали марки, которые 7-Eleven, и мы получили все возможные призы, которые было можно выиграть. Ну, кроме совсем лоховских. По праву ношения этой футболочки я объявляю рубрику «Эксперт по 7-Eleven». Итак, у нас было 2 сумки, «Привет, Котя» и «Масляный медведь». Качество сумок хорошее, цвета аутентичные. 2 брелка с теми же маскотами. Брелки увесистые, мягкие, многофункциональные. Панамка 7-Eleven с ушками. Притягивает взгляды, дарит ни с чем не сравнимое чувство стиля. Легко стирается в машинке. Хотя мы не проверяли. Кружка с крышкой. Керамическая. 300 мл. Эффективна для воды, камбучи и других жидкостей. Эстетичная. Стол раскладной. Материалы: алюминий, пластик, любовь. Имеет ручки. Удобно раскладывается, не очень удобно складывается. А теперь, внимание, 2 вопроса. И ради вот этого мы 3 месяца собирали марки. И что нам с этим всем делать? Пойти на пикник? Ну, а чё бы и нет. Это, кстати, ты кофе. С вами была рубрика «Эксперт по 7-Eleven». И мы тоже до сих пор не понимаем, на кой мы это все делаем. К слову о периодичности наших выпусков. Открылся фудкорнер на Чевенгное. И закрылся, пока мы тут записывали нового спретника. Несмотря на свое яркое открытие, заведение просуществовало недолго, и мы его проводили как надо, с песнями и плясками. Не знаю, я дома сидел. Я за нас обоих оттанцовал. А тут ты можешь. Тут ты, в принципе, все мероприятия за нас обоих. Если вы хотите куда-то меня позвать, пожалуйста, приходите сами. Зовите Тему в гостиную. Да, из комнаты я выйду. В продолжение к грустным новостям острова, на Фишермане погорел один ресторан, и огонь перебрался на соседнюю Луну. Подожди, в смысле, прям погорел? В смысле, сгорел? Сгорел один ресторан, и сгорела половина второго ресторана, который был по соседству. Теперь это шикарное заведение ждет вынужденная реновация. На Бапуте один отчаянный датчанин решил вынести сейф из виллы
прямо на своем NMAX. Сел на NMAX и просто вот так вот между сиденьем и рулем просто погрузил в сейф. И просто поехал в сторону Натона. Задержали челика уже в Крабе, откуда он планировал дальнейшее путешествие на Бали. Примечательно, что в сейфе были не деньги, а документы на покупку земли и строительство вилл общей стоимостью 100 миллионов бат. Возможно, чувак думал, что в сейфе деньги. Ты прикинь степень его разочарования. Когда ты 8 часов ебешься, чтобы открыть сейф, открываешь, а там, блядь, документы не на твое имя. Кстати, вот мы ни хрена не прохлаждаемся, я сейчас заметил, потому что пиздец как жарко стало. Потому что мы что? Мы выключили вентиляторы, чтобы вы нас лучше слышали. Все ради вас. Поддержите нас там это как-нибудь, ну. Если вы не поставите лайк, то у нас будет меньше лайков. Есть лучшая идея. Короче, чтобы нам стало прохладней, вам нужно дуть на экран телефона вот так вот. О, хорошо. Пошло. Next new. Подожди, а если новость одна, она как news говорится или... Тоже ньюс, но у нас не новости, у нас старости. Next olds. В сети опять появилась информация о строительстве моста с материка на Самуи. Поговаривают, что стоимость передвижения по нему составит от 1000 до 1500 бат за машину, а водителям мотоциклов и скутеров запретят въезд во имя их же, сука, безопасности. Ну, типа, чтобы этим ветром не сдувало в море. Они его без ограждений сделают, это просто будет такая, знаешь, типа метровая дорожка, типа шириной 1,5 метра в одну сторону и в другую. Деревянная такая. Навесная. Ну, вообще, как бы поговаривают, что никакого моста в итоге не будет. Все сделано с целью там какие-то комиссии собрать и устроить имитацию бурной деятельности, потому что его обещают построить там к какому-то... Начать в 29-м, закончить в 33-м. Они 4 года делали дорогу на серпантине. К самому свежему. Прошла Масленица, и одна компашка решила проводить ее как следует. К настоящим сожжениям чучела. Сюр начался, когда к этой компашке присоединился местный буддийский монах. Вот этот вот чувачок подошел, протянул мне свою зипку и говорит: ну, давай, жги. Странная история о том, что сегодня закончилась Масленица, узнал сегодня. Сегодня прощенное воскресенье. Прости меня, брат. Прости меня, боже. Правда, это все. Вы простите нас, пожалуйста. Жду, мы вас тоже прощаем. Блин, кстати, знаешь, что мне предъявили? Дим Мишланов предъявил мне, что в наших новостях не было ни слова о его переломе шейки бедра. Шейка бедра, это вообще где? Ну, это типа, это очень такой неприятный перелом, он ходит с тросточкой, но он невероятно быстро восстановился, то есть я недавно видел, как он ведет свадьбу. Вообще как будто бы ничего не было, человек активный, я удивляюсь, потому что у меня маленькая трещина в ноге, блядь, я на полгода вообще калека. Всем бы нам такую волю к жизни. Дима на меня наехал, сказал, говорит, хули вы не сказали, и вот я говорю. Должен сказать, что с тросточкой вести свадьбу, знаешь, в одной руке тросточка, в другой микрофон, это прям... Ну, выглядел как Коломбо, знаешь. Он разгадал загадку? Все загадки. Он сам их загадывал и сам разгадывал. Библиотека не устала покорять новые горизонты, и уже в следующем месяце вас ждет обилие постоянных мероприятий. Это и уроки тайского языка и национальных особенностей, и читательский клуб, и вечера даббинга с плотным накуром, и дальнейшими дебатами на злободневные темы. Так что, ну, там это... Пристегивайте ремни и... Накуривать. Что можно добавить? Выпуски будут еще реже. А может завтра просто снимем сразу следующий? Просто помповать. Даже не будем переставлять, потому что, заебись, сколько мы, час мы сетап собирали. Больше, чем мы снимали точно. Да, мы сетап собираем больше, чем снимаем. Вот, поэтому я думаю, что мы снимем следующий выпуск завтра, но, типа, вы об этом узнаете через хуй знает сколько. А новостей-то нет, кстати, никаких. Давай предугадаем. В следующем выпуске ожидайте, собака покакает, Мы сменим одежду. кого-нибудь примут с наркотиками, это прям 100%. Слушай, а мы можем какой-нибудь выпуск провести Без наркотиков? Без наркотиков, да. Ну, давайте попробуем. Спасибо. Это Чао. был Самуйский сплетник. Bow, bow.